Мариинский театр один из многих, который сыграл все оперы Вагнера, и это последняя в очереди. И надеюсь, что в будущем у нас пойдет эта постановка, потому что одна из самых светлых опер Вагнера. И это самый удивительный финал оперы, который я когда-либо слышал. Светлый, яркий, и воодушевляющий, как будто бы он космический, какой-нибудь, наверное, даже, я бы сказал, райский. Вагнер, он, можно сказать, родоначальник многих направлений в музыке. Благодаря Вагнеру родилось очень много нового. И параллельно с этой оперой он трудился над гениальным произведением «Тристан и Изольда». И они настолько не похожи, настолько разные по структуре. Мне кажется, он как раз хотел показать, что вот смотрите, там обсуждается в опере, что вот можно идти по канонам, но тогда мы потеряем что-то новое. Должно появляться в жизни что-то новое. Поэтому Закс защищает Вальтера, чтобы его не выгнали. Он говорит, дайте ему еще шанс, посмотрите. Вы мерите по старым канонам, а он спел что-то по-новому. И вот в этой опере как раз показано, что мастера пения, мастера искусства не понимают юного поэта, рыцаря, который вот тут же вот так вот придумывает произведение и нарушая какую-то внутреннюю ритмику, табулатуры, правила. Это интересно, это вызов, безусловно, что там колоссальное количество текста, челлендж такой. Это вообще часто так бывает, когда начинаешь учить что-то или в начале работы, ты иногда не самыми добрыми словами вспоминаешь автора. Это потом проходит, потом это сменяется чувством благодарности, но пока я в том сегменте пути нахожусь, в котором, вот, пожалуй, бывает и раздражение какое-то, и удивление, почему, зачем нужно было так написать. Трудно, необоснованно. Но пока это начало. Потом я надеюсь, что это сменится благодарностью, как это было с другими партиями этого автора. Наконец мы подобрались к самой вот такой масштабной, да, она, наверное, самая длинная из опер Вагнера. Самая необычная, потому что она написана, считается комической почему-то, да, ну, комизм ее, это, наверное, понятно только немцам. А на самом деле там никто не умирает, там все хорошие люди на самом деле, все очень хорошо. И поэтому это очень приятно, что она полна позитива, полна какого-то народного такого задора, полна глубокой философии и лирики. Все там, все сплавлено. И сплавлено очень органично, мастерски, естественно. Ее уже Вагнер писал, когда позади уже были даже Тристан и Изольда. Der Weltchronik den Grund mir aufzufinden, warum gar bis aufs Blut die Leute
sich Quellen und schienen in unnützvoller Какие-то моменты напоминают оперу Фальстаф, например, Верди, в которой есть настолько разнообразная музыка, есть и шутливость, есть и какая-то серьезность, и много очень каких-то филигранных мест, в которых нужно тонкие интонации. И что интересно, что в отличие от других опер Вагнера, здесь таких прямых и отрицательных персонажей нет, потому что все они музыканты, все они состязаются и в поэзии, и в музыке, и все, в общем-то, люди образованные. Они все занимаются другими профессиями, но интересуются и музыкой, и поэзией, и поэтому, конечно, это состязание высококультурных людей, которые хотят какие-то вещей достигнуть, хотят в чем-то стать лучше, но не всегда у них получается, и когда у них возникают трудности, они вот как-то их преодолевая, впадают в ситуации. То есть это вот есть комедия характеров, есть комедия ситуации. Вот в этом как раз комедийность, небольшая ситуация создает сложности для персонажей, и он из них выкарабкивается. Это очень для нас ответственно и очень во многом сложно, потому что здесь очень много таких немецких оборотов, которые, наверное, немец поймет, а нам надо до этого докапываться, до этого смысла, до вот этих вот вторых, третьих каких-то глубин подтекстов, каких-то вот поговорок, каких-то ассоциаций, которые были для немцев. Это все естественно, потому что им, может быть, эти колыбельные пели в детстве мамы. Нам мамы пели другие колыбельные. Я очень счастлива. Для меня это вообще, в принципе, премьера. Это вторая опера Вагнера в моей жизни. Вот. Совершенно не похожая ни на что, ни на самого даже Вагнера. Это очень позитивная, веселая, потрясающая история и дает массу эмоций. И хочется, конечно, в дальнейшем полную версию спеть. Потрясающий оркестр, невероятный. Даже у меня таких, наверное, слов нету, чтобы перечислить, насколько это красиво, здорово, интересно. И шутка, и любовь, и страсть, и обида. Все-все-все есть в этой музыке и в исполнении оркестра. Даже каждый тон, каждая краска передают это. В концертном исполнении есть такая вот более открытость. Вы можете, особенно публика, которая придет, она может видеть всю работу оркестра. Так оркестр сидит в яме, а так он вместе с нами, и мы стоим внутри него. Поэтому есть определенная сакраментальность в этом.